Приветствую, друзья! Вы на канале «Горизонт событий». В сегодняшнем выпуске апрельский снегопад в Иркутской области. Самый старый и крупный айсберг в мире прекратил свое существование. После летней жары штат Колорадо засыпало снегом. Масштабный оползень продолжает разрушать село в Дагестане, а также другие события. В субботу на Иркутскую область обрушился сильный апрельский снегопад, сопровождающийся сильным ветром. Непогода вызвала массовые аварийные отключения электроэнергии в областном центре и прилегающих районах. Без света остались части Куйбышевского, Ленинского и Октябрьского районов Иркутска, а также более 10 населенных пунктов Иркутского и Шелиховского районов. В зону отключения попали села Баклаши и Мамоны, поселки Горный, Пионерск, Еловый, Первомайский, Новая Разводная, а также деревни Ангара и Новолисиха. К обеду аварийным бригадам удалось восстановить электроснабжение части потребителей в СНТ на Байкальском тракте. Однако ситуация осложняется непрекращающимися осадками. Крайне тяжелая обстановка сложилась на дорогах региона. На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в направлении Улан-Удэ видимость из-за метели упала практически до нуля. На участке с 45 по 100 километр в районе Култука и горных перевалов было введено ограничение движения для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов. Водителей призывают по возможности отказаться от дальних поездок, так как на дорогах образовался снежный накат и сильная гололедица. Синоптики предупреждают, что штормовая погода с порывами ветра до 19-24 метров в секунду и снегом сохранится в Приангарии и Бурятии до конца выходных. В селе Уркарах Дахадаевского района Дагестана ситуация с масштабным оползнем продолжает стремительно ухудшаться. По состоянию на 18 апреля активность движения грунта не прекращается, и с каждым днем количество разрушенных и поврежденных строений растет. В районе действует режим чрезвычайной ситуации, так как стихия фактически стирает населенный пункт с лица земли. На данный момент зафиксированы повреждения более чем 60 построек. Земля покрывается огромными трещинами и разломами. Некоторые участки дорог полностью обвалились, а в самом селе постоянно слышны пугающие звуки ломающихся конструкций и скрежет разрушающихся зданий. Оползневые процессы были спровоцированы аномально сильными и продолжительными дождями, которые привели к переувлажнению почвы и сделали ее крайне нестабильной. Власти проводят экстренную эвакуацию жителей из опасных зон, однако масштаб бедствия таков, что земля во многих частях села становится непригодной для дальнейшей жизни. В субботу в районе Падекхар города Нави-Мумбаи в Индии вспыхнул сильный пожар на территории химического склада логистической компании JWR Logistics. Инцидент на объекте площадью почти 40 гектаров начался во второй половине дня и сопровождался громкими взрывами, которые вызвали панику среди местных жителей и временные перебои в движении транспорта. По сообщениям пожарных служб, огонь быстро распространился из-за наличия на складе бочек с дегтем и легко воспламеняющимися химикатами, которые послужили топливом для пламени, охватившего также находящиеся на территории контейнеры. Рабочие логистического парка были застигнуты врасплох внезапным возгоранием и были вынуждены спасаться бегством. Однако благодаря оперативной эвакуации сообщений о погибших или пострадавших не поступало. Спустя время пожарным удалось локализовать возгорание, точные причины возникновения огня и полный объем материального ущерба в настоящий момент устанавливаются следственными органами. В субботу округ Кила-Сайфула в провинции Белуджистан, Пакистана, стал эпицентром редкого и разрушительного для этого региона торнадо, сопровождавшегося интенсивным градом и ливнями. Стихия нанесла серьезный урон сельской инфраструктуре и аграрному сектору. Зафиксированы масштабные разрушения жилых домов, повреждения солнечных панелей и гибель домашнего скота. Это событие произошло на фоне действия обширного западного атмосферного фронта, который принес штормовую погоду, грозы и град в северные и западные районы Пакистана.
Текущая волна непогоды в Белуджистане является частью более масштабного климатического кризиса в регионе. С конца марта 2026 года в результате наводнений, ударов молний и обрушений зданий в Пакистане уже погибли десятки человек. Власти предупреждают, что нестабильные погодные условия с риском внезапных паводков и оползней в горных районах могут сохраняться в ближайшие дни. В пятницу вечером на город Джейнсвилл и округ Рок в штате Висконсин обрушилось сильное наводнение, вызванное серией мощных ливней и штормов. Стихийное бедствие привело к объявлению чрезвычайного положения в регионе. Интенсивные осадки вызвали резкий подъем уровня воды в реке Рок, в результате чего оказались затоплены жилые кварталы, парки и ключевые транспортные артерии. Пик кризиса пришелся на вечернее время. Местная служба спасения зафиксировала 724 звонка в экстренные службы. Ситуация осложнилась инцидентом на железной дороге. В районе Норс-Вашингтон-стрит и Мейпл-Корт произошел сход поезда с рельсов, однако он перевозил кукурузу, и груз не представлял опасности. Помимо воды, регион пострадал от сильного ветра и града, а вблизи соседнего Милтона был замечен торнадо. К утру субботы основные магистрали Джейнсвилла начали постепенно открывать для движения, однако специалисты продолжают обследование мостов и зданий на наличие структурных повреждений. Жителей призывают не употреблять воду из частных колодцев из-за риска бактериального загрязнения стоками. В социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлено образование небольшого очага, напоминающего мини-вулкан, прямо на участке местного жителя в районе индонезийского вулкана Мерапи на острове Ява. На видеозаписи, снятой в деревне примерно в 30 километрах от основного кратера Мерапи, видна бурлящая в земле яма, из которой выходит густой дым и виднеется раскаленная субстанция, похожая на лаву. Появление аномалии совпало с периодом повышенной активности самого Мерапи, который на текущий момент находится на 3-м уровне опасности. Тем не менее, эксперты и местные наблюдатели призывают к осторожности в оценке мини-вулкана на заднем дворе. По предварительным версиям специалистов, свечение и дым могут быть связаны не с новой вулканической трещиной, а с техногенными факторами, например, с возгоранием химических отходов или незаконной плавкой металлов под землей, что нередко встречается в этом регионе Центральной Явы. К тому же сейсмографы, расположенные по всему склону Мерапи, не зафиксировали локальных подземных толчков в районе этой деревни, которые неизбежно сопровождали бы прорыв настоящей магматической трубки. Официальные власти пока не подтвердили открытие нового вулканического жерла в данном районе. Мировая океанология зафиксировала финал целой эпохи. В начале апреля крупнейший и самый старый айсберг в мире, известный под названием А-23А, окончательно прекратил свое существование. Гигант, чья история дрейфа длилась 4 десятилетия, распался на мелкие фрагменты в теплых водах Атлантики. История этого ледяного острова началась еще в 1986 году, когда он откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде. На тот момент его масштабы поражали воображение. Площадь составляла около 4170 квадратных километров, что почти в 2 раза превышает территорию современной Москвы, а толщина ледяной толщи достигала 400 метров. Символично, что в момент отделения на льдине еще располагалась советская сезонная научная база «Дружная-1», которую полярникам пришлось экстренно эвакуировать. Путь А-23А не был стремительным. Почти 30 лет массив простоял на мели в море Уэддала, зацепившись за грунт. Лишь в 2020 году он пришел в движение, начав свое последнее путешествие на север по аллее айсбергов. За годы странствий гигант преодолел более 2300 километров, постепенно выходя в открытый океан. Однако роковым для него стало попадание в район островов Южная Георгия, где столкновение с более теплыми течениями и активное перемешивание водных масс запустили необратимые процессы. По словам ученых, фатальную роль сыграло образование на поверхности айсберга озер из талой воды, которые, просачиваясь вглубь, создавали глубокие трещины и разрушали структуру льда изнутри.
Финал жизни ледяного колосса оказался скрыт от глаз исследователей. Плотная облачность в регионе помешала спутникам детально зафиксировать момент последнего раскола. Тем не менее, данные мониторинга подтвердили, что некогда монолитная глыба превратилась в россыпь мелких льдин, которые больше не представляют интереса для глобального отслеживания. Исчезновение А-23А стало для научного сообщества не только завершением уникального природного эксперимента, но и очередным напоминанием о стремительных изменениях в полярных экосистемах, где даже самые стабильные ледяные крепости рано или поздно сдаются перед натиском теплеющего океана. Сильные проливные дожди в округе Богор в Индонезии привели к масштабному наводнению в районе Чигудек. Экстремальный объем осадков привел к разливу реки Ситимпуар, воды которой вышли из берегов и затопили жилые массивы. Ситуация осложнилась из-за деятельности в верховьях реки. Предполагается, что незаконная добыча полезных ископаемых нарушила естественный ландшафт, что способствовало быстрому накоплению и последующему мощному сходу водных масс. Потоки воды превратили главные дороги в реки, парализовав движение транспорта и повседневную деятельность населения. В пострадавших районах вода проникла в дома и нанесла ущерб инфраструктурным объектам. Эксперты отмечают, что подобные инциденты в регионе Богор становятся все более частыми из-за проблем с дренажными системами и бесконтрольным использованием земель в поймах рек. Штат Колорадо столкнулся с резким погодным контрастом в середине апреля. После аномально теплой и засушливой зимы в регион вернулись метели. Пик непогоды пришелся на 17 апреля, когда мощный циклон накрыл Денвер и его окрестности. В разных районах штата выпало до 15 сантиметров снега, при этом в самом Денвере выпало около 7-9 сантиметров. Главной особенностью шторма стали экстремальные температурные перепады. Буквально за сутки до прихода снегопада в регионе царила летняя жара. Столбики термометров поднимались до отметки плюс 32 градуса Цельсия. Однако с приходом арктического воздуха температура рухнула до 2-4 градусов Цельсия днем, а ночные показатели опустились до минус 5 градусов Цельсия и ниже. Такие резкие перепады создали тяжелую ситуацию на дорогах и привели к массовым сбоям в работе транспортной инфраструктуры. В международном аэропорту Денвера из-за плохой видимости и необходимости антиобледенительной обработки самолетов были задержаны и отменены сотни рейсов. По данным метеорологов, этот погодный катаклизм выглядит особенно контрастно на фоне прошедшего зимнего сезона, который официально признан одним из самых теплых за всю историю наблюдений в регионе и практически лишенным значительных осадков до текущего момента. Сирия оказалась во власти мощной средиземноморской циклонической системы, сопровождавшейся прохождением активного холодного фронта. Разгул стихии затронул сразу несколько провинций, вызвав значительные разрушения и нанес серьезный ущерб аграрному сектору. Наиболее сложная ситуация сложилась на юге страны, в провинции Дар-А. В районе населенного пункта Джилин прошел аномально крупный град. Диаметр отдельных ледяных снарядов достигал 3-5 сантиметров. Интенсивные осадки, хоть и были кратковременными, напоминали массированный обстрел, в результате чего пострадала инфраструктура, дома и автомобили. Не менее сложная обстановка зафиксирована и в северо-западной части страны. В сельских районах провинции Идлиб грозовая активность сопровождалась шквалистыми порывами ветра. Удар стихии привел к срыву крыш, а также массовому повреждению солнечных панелей, которые являются важным источником энергии для местного населения. Западные регионы страны накрыли затяжные ливни. В провинции Тартус непрекращающиеся дожди в сочетании с градом привели к повреждению значительной части посевов, что ставит под угрозу урожай текущего сезона в этом аграрном регионе. Мощная штормовая система, обрушившаяся на штат Иллинойс, оставила после себя след из разрушений, наиболее серьезно затронувший северо-западные и северо-восточные районы региона. Эпицентром стихии стал город Лина в округе Стивенсон, где, по предварительным данным Национальной метеорологической службы, зафиксировано прохождение торнадо.
Город оказался фактически отрезан от внешнего мира. Из-за массового падения деревьев и обрыва линий электропередачи власти были вынуждены перекрыть въезды в населенный пункт, чтобы обеспечить работу экстренных служб. Улицы Лины превратились в полосу препятствий из обломков крыш и поваленных стволов, а значительная часть жителей осталась без энергоснабжения. Несмотря на масштабные материальные потери и разрушение жилых домов, гибели людей и тяжелых травм удалось избежать. Когда спасатели приступили к разбору завалов в округе Стивенсон, на регион обрушилась вторая волна гроз, затруднившая восстановительные работы. Вечером того же дня радары зафиксировали признаки формирования торнадо в районе городов Вокиган, Герни и Грейслейк, что послужило поводом для объявления экстренной тревоги и призыва жителей немедленно спуститься в укрытие. Шторм сопровождался крупным градом и шквалистым ветром, вызвавшим локальные подтопления и перебои со светом. Экстренные службы штата продолжают ликвидацию последствий стихии, жителей призывают избегать пострадавшие районы до полной ликвидации последствий непогоды. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.